Приветствую, друзья! Как и обещала, продолжаю выкладывать интересные моменты с заседания Верховного суда по иску Кудельман к Полине Лурье. В этом видео будет представлена позиция Долиной, озвученная ее адвокатом. Перед началом хочу сказать спасибо не только гражданам России, которые сплотились и подняли волну праведного гнева в социальных сетях, требуя справедливости, но и гражданам стран СНГ и бывшего Союза, которые также следили и активно комментировали статьи и ролики по данной теме. Хочу отметить, что в стороне не остались зрители, проживающие в странах Евросоюза и США, где право собственности незыблемо и строго охраняется законом. Но давайте на фоне эйфории от торжества справедливости не будем забывать о том, что это еще не конец, ведь, на мой взгляд, в этой истории не Лариса Кудельман главная злодейка, а люди, которых государство наделило полномочиями вершить правосудие, люди, которые, не боясь ответственности в силу занимаемой должности, неприкосновенны. Именно эти люди, возомнив себя небожителями, забыли о том, что Фемида слепа, забыли о том, что в соответствии с Конституцией не допускается ограничение открытости и гласности судопроизводства, право на получение информации о деятельности судов. Забыли о том, что решения суда должны быть законными и справедливыми. Но не буду затягивать со вступлением, это отдельная тема для целого ролика. А сейчас смотрим, комментируем и подписываемся на канал, так как благодаря комментариям YouTube продвигает видео, а этот позор должны увидеть как можно больше людей. Есть ли у вас какие-либо ходатайства? Начинаем со стороны, пожалуйста. С нашей стороны ходатайство по рассмотрению настоящего дела в закрытом судебном заседании в соответствии с частью 2 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса. Это дело рассматривалось в закрытом режиме и в суде первой, апелляционной и кассационной инстанции по ряду оснований, в том числе ввиду необходимости сохранения тайны следствия. Уголовное дело, которое возбуждено по тем же фактически обстоятельствам, также рассматривается в закрытом режиме. Помимо этого, в рамках настоящего дела у нас достаточно существенное значение имеют ряд медицинских экспертиз, проведенных в отношении многих, которые также содержат в себе врачебную тайну, то есть охраняемую законную тайну. И часть 2 статьи 10 также предусматривает рассмотрение дела в закрытом судебном заседании при наличии риска нарушения неприкосновенности частной жизни лиц, участвующих в деле. В настоящем деле участвует несовершеннолетний ребенок Александр Юрьевич. Также в настоящем деле участвует Долина Лариса Александровна, которая является достаточно публичной фигурой. Это дело вызывает очень широкий общественный интерес, и я полагаю, что каждое слово, которое здесь сегодня произнесено, если процесс не будет закрыт, оно знают не только те, кто находится в настоящем зале судебного заседания, ну и, не боюсь этого слова, вся страна. При том, что те обстоятельства, которые подлежат рассмотрению в рамках настоящего судебного заседания, это не общественная сфера, не профессиональная сфера, это, на мой взгляд, сугубо личная сфера жизни моих доверителей, и в связи с этим мы считаем, что рассмотрение дела в открытом процессе создает достаточно существенный риск нарушения неприкосновенности частной жизни. В связи с этим ходатайствуем в порядке части 2 статьи 10 Гражданского процессуального кодекса о закрытии, о рассмотрении настоящего дела в закрытом судебном заседании. Уважаемые представители, у вас устное ходатайство? Да, устное. Хорошо, участники, пожалуйста, остальные выскажитесь по поводу данного ходатайства. Безусловно, резонансное дело, но ни одного предусмотренного законом основания, обстоятельства, которое позволяло бы закрыть судебное заседание, мы не усматриваем, поэтому просим удовлетворение ходатайства отказать. Ответчик, ваша позиция? Поддерживайте представителей. А мнение прокурора? Потому что я полагаю, что основание для удовлетворения заявленного ходатайства в закрытии судебного заседания по настоящему делу не имеется. Полагаю, что именно открытость и гласность данного судебного заседания справедливо. Коллеги, замечательно. Судебная коллегия
совещаясь на месте, принимая во внимание большой общественный резонанс настоящего гражданского дела, учитывая принципы гласности и открытости судебного разбирательства, определила в удовлетворении ходатайства о проведении открытого судебного заседания отказать. Присаживайтесь. Пожалуйста, право дачи объяснения переходит к представителю истца. Вам слово. Здравствуйте. Представляется, что для проверки законности и обоснованности тех судебных постановлений, которые были приняты по настоящему делу, у нас здесь имеется 3 ключевых вопроса. Первое. Было ли вообще общественное заблуждение умозрительно? Второе. Обязан ли был суд применить в этом деле пункт 5 статьи 178 Гражданского кодекса? И третий вопрос. Подлежат ли взысканию с истца в пользу ответчика денежные средства, которые были заплачены за квартиру, те самые 112 миллионов рублей. Я начну относительно существенного заблуждения. 178 статья Гражданского кодекса у нас говорит о том, что сделка недействительна по этому основанию, если заблуждение стороны было настолько существенным, что эта сторона не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дела. Насколько я понимаю из выступления моей коллеги, ответчик в принципе отрицает факт заблуждения истца. То есть если мы следуем этой логике, Лариса Александровна совершенно осознанно, добровольно продала свою основную квартиру, в тот же момент отдала все полученные деньги мошенникам, а потом, вероятно, передумав, обратилась сразу же в суд с иском об оспаривании сделки и правоохранительного. Простите меня за, возможно, некоторую грубость, но, на мой взгляд, это абсурдно. У нас на сегодняшний день уже состоялся приговор по уголовному делу в отношении 4 лиц, которые по вот этим обстоятельствам признаны виновными по части 4 159 статьи Уголовного кодекса. Эти мошенники действительно были, никто не выдумал, они существуют, выпущили уже приговор. Ответчик почему-то игнорирует этот факт, либо умышленно замалчивает, не знаю. Но, на наш взгляд, заблуждение, то есть несоответствие истинной воле Ларисы Александровны, ее фактическому волеизъявлению, в данной ситуации очевидно. Истец заблуждалась относительно того, что участвует в некой специальной операции по преступнику. Была уверена, что выполняет обязательные ее указания представителей государственной власти. И это является заблуждением относительно сопутствующей сделки обстоятельств под пункт 5 2 статьи 178 Гражданского кодекса. Помимо этого, истец заблуждалась относительно действительности самой сделки. Она была убеждена, что в действительности квартиру она не продает, что эта сделка носит фиктивный характер. И как только преступники будут пойманы, государство эту сделку аннулирует, и все, соответственно, вернется к изначальному положению. Таким образом, если бы истец знала о действительном положении дел, о том, что никакой специальной операции нет, совершенно очевидно, что и сделки бы этой не было, она бы ее не заключила. Следовательно, волеизъявление, истинная воля на продажу квартиры в настоящем деле отсутствует. И это в полной мере является основанием для признания сделки недействительной по 178 статье Гражданского кодекса. Ответчик пытается также оспорить факт заблуждения ссылками на то, что истец в этот период продолжал осуществлять профессиональную деятельность и выполнила необходимые действия для заключения сделки. Это никоим образом не оспаривает тот факт, что истец могла заблуждаться относительно описанных выше обстоятельств. Она слепо верила всем указаниям мошенников, какие дополнительные соглашения подписывать, что там в перечне имущества указывать и так далее, которые, в свою очередь, были максимально заинтересованы в том, чтобы это сделать состоялось. Поэтому в данном случае мы считаем, что заблуждение действительно имеет место быть, именно существенное заблуждение, которое влечет за собой признание сделки недействительной. И в материалах дела есть, на наш взгляд, исчерпывающее количество доказательств наличия этого заблуждения. Это же следует из фактических обстоятельств. Во-первых, очевидность того, что истец в отсутствии заблуждения не продала бы свое основное жилье в тот же момент, отдав все деньги мошеннику. Это просто не соответствует никакой логике. Уважаемый представитель, давайте остановимся. Маленький вопрос. А вот это жилье, оно действительно было основное, потому что прозвучало, что и в материалах дела есть сведения о квартире на Шантовом проезде. Это действительно ее основное жилье. Кстати, жилой дом в Мытищах он один, потому что в деле
есть сведения о 2 объектах. Если честно, Один объект 300, примерно по квадратных метров, больше 100. Важно думать. у нас нет оснований подвергать сомнению те документы, которые представлены в материалах дела. Действительно, 2. Но эта квартира, это действительно ее основное жилье. Сам же истец говорит, что там, ответьте, прошу прощения, что там были повсюду вещи моей доверительницы. Она там прописана, живет. Еще такой момент. То есть в исковом заявлении ваша доверитель указывала, что исковая квартира, она является не только основным местом для нее самой, но и для дочери, и для мужа. Дочь зарегистрирована в этой квартире. Да, факт регистрации тоже мы видим, в материалах дела имеется. А живут они действительно там или в другом месте? В настоящий момент вроде бы живут в другом, но также они значительное время проводят и в этой квартире, тоже там регулярно ночуют вместе с мамой. Это является основным местом жительства для них? Или нет? В настоящий момент уже скорее нет. Хорошо, продолжите. Итак, касательно перечня доказательств наличия заблуждения. Очевидность этого заблуждения, которое следует из фактических обстоятельств, факт возбуждения уголовного дела, признание Ларисы Александровны потерпевшей, вынесение приговора в отношении 4 лиц, отказ истца передавать квартиру, сниматься с регистрационного учета, сразу же обращение к правоохранительным органам с иском об оспаривании этой квартиры. Ну, пожалуй, ключевой момент – это результаты 2 судебных экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, которые совершенно однозначно подтвердили факт заблуждения Ларисы Александровны и ее неспособность оказывать сопротивление совершаемым в отношении нее мошенническим действиям. Ответчик у нас настаивает на том, что эти экспертизы не обоснованы уголовным судом в основном решении, поскольку они не имеют полицейской силы. Но у нас ни суд, ни мы, никто не говорил о том, что эти заключения действительно имеют какую-то предоставительную силу. И Верховный суд, и Высший арбитражный суд однозначно указывают, что экспертизы из уголовного дела являются подлежащими доказательствами, которые в связи с этим совершенно обоснованно истцом указывались в качестве обоснования своей позиции. Ответчик не была лишена возможности постараться опровергнуть эти заключения, подать ходатайство о проведении судебной экспертизы в рамках настоящего дела. Но ответчик от реализации этого права отказался. И теперь пытается эту процессуальную ошибку, наверное, приложить в суды нижестоящих инстанций. Хотя каждый обязан доказывать те обстоятельства, на которые он ссылается. В связи с этим тот факт, что суды положили эти экспертизы в основу решения, признали принадлежащими доказательствами, никоим образом не может свидетельствовать об ошибочном, о неправильном применении норм процессуального права. Также ответчик у нас, с одной стороны, отрицает наличие заблуждения, с другой стороны, все-таки его признает, но говорит, что это заблуждение было в отношении мотивов сделки. 178. Согласно сложившемуся в судебной практике подходу, под мотивами понимается представление истца, продавца, в данном случае, о выгодности продажи квартиры. Лариса Александровна не могла каким-либо образом заблуждаться относительно того, выгодно или невыгодно она продает квартиру, поскольку она в принципе считала, что она ее не продает. И также ответчик, на мой взгляд, придумывает некие дополнительные положения для 178 статьи Гражданского кодекса, говоря о том, что для признания сделки недействительной по этой статье должно быть доказано, что именно ответчик ввел истца в заблуждение. Такого в 178 статье Гражданского кодекса нет. Есть 179, но у нас эта статья в решении не упоминается, по ней сделка не оспаривается. Второй вопрос относительно обязанности судов применить пункт 5 статьи 178 Гражданского кодекса. Ответчик утверждает, что суд был обязан применить этот пункт, а раз не применил, то нарушил нормы материального права. Что у нас буквально сказано в этом пункте? Суд может отказать в признании сделки действительной, если и так далее. То есть у нас в этой норме прямо сказано, что суд может, не обязан применять эту норму. Применение этой нормы – это дискреция суда. И в связи с этим ее неприменение не может являться нарушением норм материального права. С учетом, естественно, иных сопутствующих обстоятельств, мы считаем, что неприменение этой нормы в данном деле, учитывая конституционно значимые права граждан на жилище, было совершенно обоснованным. И в любом
В любом случае, утверждать, что ответчик проявила должную степень смотрительности, просто невозможно. Я напомню, что квартира продавалась зарегистрированными лицами. Утверждение ответчика, что они интересовались, где проживает ребенок, совершеннолетний внучка, дочка доверительная, совершенно неправда, никогда это ранее у нас при рассмотрении дела не звучало. Никто не посчитал нужным связаться. Никто не посчитал нужным буквально связаться хотя бы с матерью несовершеннолетнего ребенка. Она в курсе о том, что продается квартира, где ребенок зарегистрирован, или нет. Один звонок матери ребенка не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса. Также квартира, да, была продана за 112 миллионов рублей. У нас даже кадастровая стоимость этой квартиры 123 миллиона, хотя она, кадастровая стоимость, всегда значительно ниже. У нас представлены экспертные заключения, которые также свидетельствуют, что рыночная стоимость этой квартиры была существенно выше. Также ответчик проигнорировала крайне подозрительное условие о том, что оплата осуществляется только наличными. 112 миллионов рублей – это 2 чемодана денег. При том, что если эти деньги, со слов ответчика, якобы должны были пойти на приобретение еще одного объекта недвижимости, зачем наличные в такой ситуации? Ответчик действительно не получила справку из НД, КНД, не настояла на нотариальном удостоверении сделки. Хотя все это является обычной практикой для покупки дорогостоящей недвижимости на вторичном рынке. Все это при том, что ответчик, как уже действительно было сказано, индивидуальный предприниматель. Но она не просто имеет статус индивидуального предпринимателя. У нас в материалах дела представлено доказательство, что она незадолго до этого приобрела в собственность коммерческую недвижимость, что она на постоянной основе регулярно сдает эту коммерческую недвижимость юридическому лицу. То есть она активно осуществляет деятельность в сфере недвижимости. Поэтому могла ли ответчик распознать заблуждение из сложившейся ситуации? Безусловно, причем проявив не только должную, хотя бы минимальную степень смотрительности. И как сказал представитель в своем выступлении, с учетом личности истца у ответчика было особое доверие. Личность истца не снимает обязанности с сторон действовать разумно и осмотрительно. Поэтому это уж ни в коем личность истца в данном случае никоим образом не может свидетельствовать о том, что ответчик могла каким-то образом снизить порог ожидаемого от всех осмотрительности и добросовестности. Но в любом случае, как я указывала ранее, применение этого пункта 5 статьи 178 – это право, а не обязанность суда. Относительно взыскания денежных средств истца в пользу ответчика. Мы считаем, что решение судов в этой части законно. И действительно, денежные средства должны возвращать те люди, кто их фактически получил, то есть мошенники в данной ситуации. И правомерность такого подхода, то есть отказа в применении двусторонней реституции по, в общем-то, аналогичным обстоятельствам, она подтверждалась многими судебными постановлениями, которые были приняты еще до обращения Ларисы Александровны в суд с настоящим иском. Я не буду называть конкретные реквизиты, они указаны мне в письменных возражениях. Но истец, как, собственно, уже было озвучено, максимально заинтересован в скорейшем и мирном урегулировании сложившегося конфликта. И готова сама отдать деньги ответчику. В силу пункта 5 части 1 статьи 315 ГПК Российской Федерации Верховный суд вправе изменить решение, принять новое решение, не направляя дело на новое рассмотрение. И в связи с этим мы не возражаем относительно удовлетворения кассационной жалобы
ответчика в части изменения последствий признания сделки недействительной, а именно в части дополнения решения указанием на то, что с Борной Ларисой Александровной в пользу ответчика подлежат взысканию 112 миллионов рублей. Но ответчик-то просит полностью решение отменить и принять противоположное решение. Я понимаю, но ответчик у нас одновременно, с одной стороны, просит сделку признать действительно, с другой стороны, спорит с последствиями действительности. Поэтому в этой части мы считаем, что вынесение Верховным судом Российской Федерации сегодня нового, дополненного решения в части последствий действительности сделки и взыскания денег будет в наибольшей степени соответствовать главным задачам судопроизводства. Это окончательное разрешение сложившегося конфликта и соответствовать принципам процессуальной экономии и эффективности. Вопрос маленький, то есть окончательное разрешение, а вот вы готовы единовременно выплатить 112 миллионов рублей или... Это вопрос исполнения. Я, признаться, адвокат, не вдаваться не говорится, но все-таки человек ведет активную профессиональную деятельность, зарабатывает. Да, кстати, хорошо, пожалуйста. Прокомментировать по поводу того, что мы якобы не вышли на связь. Я действительно созванивалась с моими коллегами, передала наше предложение. Мне было озвучено хорошо, я передам это предложение Полине. Но больше, к сожалению, нам никто на это не перезвонил, и только из СМИ мы узнали ответ на наше предложение в этой части. Мы согласны, как я уже сказала, с возвратом денежных средств. Касательно удовлетворения инвестиционной жалобы в другой части, то есть оставления сделки в силе, выселения из квартиры Ларисы Александровны и ее дочки, в этой части мы, конечно же, категорически возражаем. И на этом мое выступление как представителя дочки Ларисы Александровны, Елены Анатольевны, закончено. Но от себя лично, если позволите, как от юриста, как от гражданина нашей страны, хочу сказать, что у нас к этому судебному заседанию приковано внимание тысяч людей, в том числе и потенциальных продавцов, потенциальных покупателей, тех людей, которые уже стали жертвами мошенников и лишились своего зачастую единственного жилья. И полагаю, что та позиция, которая будет озвучена Верховным судом в этом деле, будет иметь существенное значение и для множества последующих судебных споров. И я полагаю, что возврат продавцу, который стал жертвой мошенников, его квартиры, его единственного жилья, с одновременным возвратом денежных средств покупателя в наибольшей степени отвечает принципу справедливости и соблюдению баланса интересов сторон. Доводы ваших возражений вы поддерживаете? Да. Вопросы? Коллеги, скажите, пожалуйста, суд пришел к выводу о заблуждении относительно природы сделки. Вот вы уточните, пожалуйста, то есть какую сделку, думаю, совершает истец, учитывая того, что она, в принципе, из материала дела натуральный предприниматель, какие-то сделки, видимо, сферу профессиональной деятельности еще совершает. То есть она понимала, что это подписывается она все-таки договор купли продажи или нет, или что? То есть в чем природа сделки, по вашему мнению, другая? Ее понимаете. Здесь, как я уже сказала ранее, истец заблуждалась относительно действительности самой сделки. Она исходила из того, что эта сделка носит мнение характер. Причем тот перечень обстоятельств, которые у нас указан в пункте 2 статьи 178 ГК, он не исчерпывающий. Могут быть какие-то дополнительные объекты заблуждения. В данном случае мы считаем, что истец заблуждался относительно самой действительности сделки и сопутствующих сделки обстоятельств. Она не понимала, что она действительно продает квартиру. Вы еще сказали про аннулирование, то есть я еще раз повторюсь, то есть материал дела есть, то есть она индивидуальный предприниматель, ознакомлена она все равно в общем порядке с заключением сделки, к расторжением, признанием действительности, то есть как она понимала, заблуждаясь, по вашему мнению, что сделка будет аннулироваться. Лариса Александровна индивидуальный предприниматель не в сфере недвижимости, а в другой сфере принципиально. Сделки какие-то она заключает, видимо, в сфере профессиональной своей деятельности, не купли-продажи, естественно, касание услуг или чего-то. В данном случае Лариса Александровна понимала, что
предполагалось, что она действует под руководством государственных органов, просто не только и ФСБ. Что соответствующие государственные органы сказали, что всех вместе соберут, сделают, аннулируют, право собственности на квартиру вернется на нее, денежные средства будут возвращены. Каким образом это будет сделано напрямую? Лариса Александровна находилась в таком состоянии заблуждения, когда этот вопрос, в принципе, не вызывал у нее каких-то сомнений, потому что если наше государство что-то обещает, то это будет исполнено. Все-таки суд сказал, что деньги нужно вернуть со стороны тех людей, которые обманули вашего доверителя. А как юрист, вы как это предполагаете? Как это возможно осуществить? Во-первых, если позволите, я прокомментирую то, что Полина не признана потерпевшей, а по-другому только тем, что она не подала соответствующее заявление. Вот. А с точки зрения, как это может быть осуществлено с юридической точки зрения, подается гражданский иск, подается иск о Это все понятно. возмещении ущерба. А вот учитывая ту информацию, которую мы обладаем, исходя из материалов этого дела, исходя из той информации, которая из уголовного дела поступала, мы видим, что ваш доверитель обращается сейчас активно к лицам, на чьи счета поступали денежные средства, взыскание их взыскание в свою пользу. Сейчас объясню. И параллельно объясните, пожалуйста, вы говорите, что продавец квартиры относительно природы этой сделки находился в существенном заблуждении, но он же, получается, эту сделку практически все исполнил. Вот с точки зрения исполнимости сделки купли-продажи. Если позволите, я начну со второй части. С точки зрения исполнения этой сделки. На мой взгляд, исполнение сделки по отчуждению квартиры предполагает, что человек перестает владеть, пользоваться, распоряжаться этой квартирой, что он собирает свои вещи, выписывается из этой квартиры и из нее выезжает. В данном случае Лариса Александровна не предпринимала никаких действий на то, чтобы эту квартиру освободить. Она всячески уклонялась от подписания акта приема и передачи. Она не совершала каких-либо действий по снятию с регистрационного учета. В достаточно скором времени обратилась в суд с иском об оспаривании сделки купли-продажи квартиры. Если бы она осознавала, что она действительно эту квартиру продает, то она бы оттуда выехала. Здесь же такого не произошло. Деньги она получила по этой сделке. Регистрация права произошла. Так? Регистрация произошла, деньги получены практически в тот же день перед нарушением. Не совсем так. Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. Да, и они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила, и определенные действия по распоряжению этими денежными суммами она совершила. Я полагаю, что в данном случае о распоряжении в принципе не может идти речи, поскольку распоряжение – это долевой акт, когда человек реализует собственную волю о передаче денежных средств. В данном случае, что у нас утверждается в заключении экспертизы, Лариса Александровна действовала под влиянием существенного заблуждения и реализовывала она не свою волю. Ее воли в этот момент в принципе не существовало. Она реализовывала волю конкретных мошенников, третьих лиц преступников. Теперь, если позволите, относительно взыскания денежных средств и других исков. До момента заключения сделки Лариса Александровна также перечислила все имеющиеся на ее счетах денежные средства в адрес мужчин. И предъявляются иски о взыскании тех денежных средств, которые не связаны с квартирой. А что касается гражданского иска, заявленного в уголовном процессе, он в настоящий момент судом указано, что он подлежит рассмотрению отдельно, поскольку необходимо провести дополнительные расчеты, в том числе учесть, что в том числе были похищены денежные средства Полины Лурье. Спасибо, Лена. Пожалуйста, прокурор, вам слово.
в период, получается, уточнить вот такой момент, в период рассмотрения настоящего спора, эта сделка была признана недействительной в применении двусторонней реституции отказана, заявляется Лариса Александровна гражданский иск, правильно? Я не веду уголовное дело. Гражданский иск, по-моему, заявлялся изначально. Договор по настоящему делу состоялся 28 ноября. Да. Статус Ларисы Александровны в рамках этого дела какой был? Терпевший. И что вы изобретете в части этого расследования гражданского иска? Срок лежит передачи для рассмотрения отдела. Признано право на возмещение ущерба. В каком размере? Зачем это размер? Поскольку суду необходимо провести дополнительный расчет гражданского иска. Там размер указан в приговоре. Сто 176 миллионов. То есть 176 миллионов рублей, да, получается? Да. Но, опять же, суд указал, что необходимо провести дополнительные расчеты, в том числе с учетом решения состоявшихся по настоящему делу. Как видно из приговора, в эти 176 миллионов входит как раз-таки цена квартиры. Я сейчас не могу пояснить. Хорошо. Да, имеется еще вопрос на протяжении 3 инстанций, и, собственно, в сегодняшнем судебном заседании возпозиция относительно непроявления со стороны ответчика первоначального уставного требования о должной осмотрительности или виновной неосмотрительности. Вот все-таки уточните, в чем она проявляется, при том условии, что из оспариваемых сделок следует, как правило, относительно справок господина и относительно выписки, желающих спорить. Это заключается в том, что квартира продавалась зарегистрированными лицами, в том числе и совершеннолетним ребенком, которого нельзя так просто по суду будет выписать никуда. Никто не общался с матерью ребенка. Обязательства какие-либо Ларисы Александровны выписаться из квартиры или выписать фактически ребенка, чьим представителем она не является, они неисполнимы в данном случае, они ничтожны. Поэтому это первое. Продажа квартиры, покупка квартиры с зарегистрированными лицами, с несовершеннолетним ребенком, не уточняя даже мнение матери этого ребенка. Нерыночная цена продажи этой квартиры, отсутствие справок из НД, отсутствие требований нотариального удостоверения сделки, что в данном случае является стандартной практикой заключения договора. У нас ответчик говорит, что перед каждым из этих пунктов конкретно, что это несущественно, это не обязательно, это законом не предусмотрено. Но если мы в совокупности смотрим на всю эту картину, то, на мой взгляд, у ответчика были все возможности для того, чтобы это заблуждение распознать и для того, чтобы предотвратить заключение этой сделки. Скажите, вот уточните, пожалуйста, я у Светланы Александровны спрашивал относительно кем подготавливались проекты документов и содержащиеся в них условия. Проекты документов подготавливались риэлтором, насколько я знаю. И в этой связи также хочу обратить внимание, имеются материалы дела, допросы риэлторов Олецкого отдела.
которые несколько человек указывали на следующее обстоятельство, что как договор купли-продажи, так и предварительный договор содержали в себе условия, которые были именно в пользу продавца квартиры. То есть был достаточно односторонний в своей формулировке, в своей сути документа. И они отмечали очень заметную для них странность в том, что со стороны покупателя не было никаких прав на эти договоры. То есть просто согласие с теми условиями, которые договор. Уточните, пожалуйста, вот условия этих договоров дозволенных, ну, Гражданского кодекса соответствуют, или все-таки не содержатся какие-то положения, которые вступают в противоречие законодательству? Пожалуйста, я считаю, данный вопрос не относится к предмету спора, поскольку мы оспариваем 178 статье ведут заблуждения, они ведут того, что у нас условия договора противоречия закону, каким-то конкретным. Здесь все понятно. Скажите, вот из вашего выступления следовало, что оплата, которая по договору производилась наличными, и это вызвало удивление, но нас кто настаивал на этих условиях? Мошенники. Стороны сделки мошенники у нас не являются. У нас есть продавец, есть покупатель. По указанию мошенников Лариса Александровна передала соответствующие условия стороне покупателю, что оплата наличными. Покупатель, что также подтверждается протоколами допроса, удивился, но просто не знает. И еще из вашего выступления следовало все-таки настаивать на том, что деятельность Ларисы Александровны связана профессионально с недвижимостью. Но как практикующий, есть все-таки такой вопрос. Единственная сделка, которая была заключена незадолго до совершения спальных правоотношений, у нас позволяет ли вывод, что участник этой сделки сразу становится профессионалом в данной сфере? Если бы у нас была единственная сделка, то, наверное, этот вопрос был бы ответом был бы не так однозначно. Но помимо приобретения коммерческой недвижимости, Лариса Александровна осуществляет действия по распоряжению с имуществом, сдавая его, в том числе в аренду, коммерческим организациям. И все-таки у нас есть факт, да? Статус ИП – это не просто так, это статус, который предусматривает под собой определенные, в том числе правовые последствия ответственности, характеристики. Речь идет об одном и том же объекте, да? То есть, который был приобретен, вы говорите, она сдает, его же она и сдавала, да, в аренду? Позиция понятна. Уточните еще один момент. Все-таки ваше отношение к оспариваемому судебному постановлению. Здесь вы с ними согласны? Не согласны? Не согласны в части? Как понимать ваши вступившие задолго возражения? Я в данном случае связана позицией моего доверителя. Те правовые рассуждения, те доводы, которые положены в основу судебных постановлений, мы считаем, что они законно обоснованы. Но, учитывая желание моего доверителя разрешить этот конфликт и разместить сумму, мы не возражаем касательно применения стороны юстиции. А вот с точки зрения разрешения конфликта, уточните, пожалуйста, когда вы связывались с коллегой Светланой Александровной, если я правильно понял ваше выступление? Точную дату. После победы в суде конституционной инстанции в четверг, в понедельник, не могу ошибиться. Ну, если можно. Точную дату, к сожалению, не могу. 15-27 ноября. Да, это, по-моему, был четверг. В начале следующей недели. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Саживайтесь.